Завтра будет уже неделя, как мы гоняем по острову. И вот решил первый раз заправиться. Локация отмечена мной на карте как удобная для фотосессии. Привет. Смотрите, какие здесь виллы прикольные. Есть чайничек, микроволновочка, тостер, есть холодильник. Нас, как обычно, встречает генерал местный. Вот там, друзья, сегодня у нас. Кто такие бабушка и дедушка у нас на самые? Бабушка до 98 лет, девочка. На самом деле очень печальная история, не до шуток. Завтра будет уже неделя, как мы гоняем по острову. И вот решил первый раз заправиться. Стоимость топлива 29,44. Это чуть меньше $1. И сейчас посмотрим, сколько литров сюда зайдет. О, ничего себе, 6,5 литров. Вот это мы нагоняли. Экономная штука. Локация отмечена мной на карте как удобная для фотосессии. Вот здесь коса, можно идти долго-долго-долго. И плюс тут же обучают искусству катания на кайтах. Сам пляж, конечно, в плачевном состоянии. Локация самый что ни на есть административный центр. На тон. Посмотрите, грязюка какая. Капец. Милая обиделась на меня вообще. Развернулась и ушла. Не хочет даже тут фотографироваться в такой красоте. Привет. Такой дружок пришел. Вернулись мы на тихий пляжик с целью чуть-чуть вздремнуть, потому что на той стороне как-то совсем грустненько. Смотрите, какие здесь виллы прикольные. Ради интереса надо глянуть, сколько такая стоит. Вилла Мандалей, как-то так называется. Ух! Вот еще парочку вилл таких симпатичных. Прикольный гамак, смотри. Первый раз вижу такой, с матрасиком. Ладно, а мы пойдем в Four Seasons. Звали они нас месяц пожить. Пришлось отказаться, потому что мы месяц не могли. Надо было в Камбоджу съездить, в Белоруссию. Да и, в принципе, Four Seasons нам не очень нравится. Воняет постоянно деньгами. Кто не знает, дорогущая сеть отелей. Супер премиум класса. Four Seasons молодцы. Нашли локацию такую, что фиг подберешься. Заборы строить на пляжах нельзя. И они, видите, какое место взяли. Здесь не подберешься, скалы, бухточка своя, пальмовая роща прикольная и домики на холме. К сожалению, не попали сегодня. Раскрою секрет. К буддийскому монаху-отшельнику. Оказывается, нужно было по берегу двигать. Но ничего, у нас печенька для него куплены. Обязательно нужно гостиниц с собой иметь. Но единственное, непонятно, он вообще сейчас там живет или не живет. Такой информации не найдешь. Ну, прогуляемся, по крайней мере, пещеру посмотрим, в которой он жил, либо живет. Наконец-то мы добрались сегодня и до заката. Музыкальное сопровождение от Мандалей Вилла. Моральная поддержка от Милой. Декорации от Венера Будда. Готовимся к дискотеке. Разминочка. Сегодня отжигаем в лучшем месте Майнама. А может, не Майнама, я не знаю. Показывали вам наш номер. Просто есть повод. Какое-то письмо мне тут пришло. Зажгли сегодня нам свечечку. Такие вот печенюшки в качестве комплимента. Прогноз погоды. Традиционная для кармы информация. И тут информация. Дорогой член клуба. Контакты. Короче, полезная информация. Что в нашем номере, кроме Милой? С комарами, да. Здесь, кстати, есть вопросы. Такая большая кроватища. Такой большой диванище. Он, кстати, раскладной, по-моему. Чтобы можно было смотреть небольшой телевизорище. Что из техники есть у нас? У нас есть MacBook. Это мой. Есть чайничек, микроволновочка, тостер. Есть холодильник. Есть сейф. Ванная комната выглядит вот таким образом. Джакузи.
душ, как бы все необходимое есть. Такой небольшой, это номер для двоих. Ох, нифига себе, тут ветруган был, смотри, понамело. Мы выставили всю посуду на улицу, чтобы там не тусоваться. Есть набор посуды, чашечки. Ух ты, а что-то все тут света нет. Вот они тормозят. Ну, у тайцев это нормально, подсветку не включили. Сейчас пойду разнос устрою. Так, милые собрались на движуле, как и обещали. Нас, как обычно, встречает генерал местный. Он не просто встречает, он еще и подсветочку. Видите, что происходит? Вот этот? No, you're here. Thank you. Сервис. Не просто так. Как это еще не подогнал, блин, к подъезду его? Непонятно. Такое ощущение, что церковь какая-то. Вот так. Мы опоздали. Вот там, друзья, сегодня у нас на повестке дня, точнее не дня, а вечера. Ночера. Вот такое необычное решение. Первый раз вижу качельки. Ты сидишь себе, качаешься и не понимаешь, сколько ты выпил. По-моему, говорили, что фаер-шоу сегодня. Вот, тут уже хоть звук нормальный. Мне кажется, тут больше бродящих, чем сидящих. Вот еще один представитель фаер-шоу. Они, походу, уже выступили, по-моему. Рубка диджея. Пора, милую, забирать с барной стойки. Коктейли все, не запутаешься, 245 бат. Какие хочешь. О, есть по 225 даже. Кофе 125, 145, 125, 165. Бир, он же пиво, 125. Мила себе заказала все виды алкоголя в одном бокале. Боюсь, не донесу. Так выглядит вторая часть этого заведения. Надо признать, гораздо симпатичнее. Уже стулья не шатаются, по-моему. Правильная печь на дровах. Открытая кухня. Ребята узнали, что канал «Путешествия с Милами» находится на танцполе. И решили повторить шоу специально для нас. Но прежде чем продолжить просмотр, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. День, управляемый Сатурном, то бишь в субботу, самое время отправиться куда? К бабушке с дедушкой. Почему? Кто такие бабушка и дедушка у нас на самые? И почему к ним нужно отправиться? Пока мы доедем, я придумаю, пока не знаю. Камила в Инстаграм рассказывает о удивительных вещах в Таиланде. Давайте я вам тоже прорекламирую. Если вы первый раз или не первый раз, но не пробовали никогда, есть смысл. На каждом углу практически продается такой чаечек. С чем хочешь. С фруктами, с коричневым сахаром. Смотрите, как мощно получилось. Мощно, я бы сказал. И запечатан настолько, что можно делать так. Можно взбивать, да? Там шоколадик снизу. Важно правильно сделать дырочку, как в жизни. Все. Почему такие трубки здоровенные, толстые? Потому что вот эти вот черные баблгамчики через другую трубочку не пролезут. Пока Мила будет рассказывать, а я ее чаечек попробую.
Друзья, бабушка и дедушка на самый считается чуть ли не символом острова. А все почему? Что удивительного они здесь оставили? Не знаю, говорит милая. А оставили они самое дорогое, что у них было. Дедушка оставил вот такой фалос. Ага. А бабушка оставила слегка побитую молью чернобурку. Но видно ее хорошо со стороны моря. Сейчас мы пойдем попробуем найти. Легенда гласит, что бабушка с дедушкой на старости лет. Дедушка был еще красавчик, Так. а бабушка уже как бы и не очень-то. Да, конечно. Бабушка до 98 лет девочка. Она всегда может. Девочка-то может быть, но урожать-то она уже не могла. Ну да. А они хотели ребеночка. Так, Вот. и что? Но это шутка на самом деле. Все было не так. Был у них сынуля. Так. Решили найти они ему невесту. Отправились они на лодке в морское путешествие. Вообще, на самом деле, очень печальная история, не до шуток. И погибли. Ну ты что? Да. А в месте, где они погибли, природой было создано вот такое вот чудо. Тайцы молодцы, не растерялись. Сделали из этого шоу. Парковка 10 бат. Куча ресторанов. Шопинг. Вот такая вот история, ребята. Почему именно сегодня мы приехали сюда? Ну, мы не то чтобы специально приехали, мы просто приехали на южное побережье. И, конечно же, было интересно посмотреть, как же это все выглядит в натуре. Потому что сегодня суббота. А суббота, понятно, покровительствует кем? Сатурном. А цвет Сатурну не наливать ни в коем случае. А цвет черный, либо фиолетовый. И черный цвет символизирует в том числе смерть. И бабушка с дедушкой шли на небеса. А в буддизме что? Это следующий виток, да, переход. Поэтому, с одной стороны, грустная история, а с другой стороны, это продолжение жизни. Самсара, одним словом, ребята. Погнали созерцать на дедушку мы уже созерцали, погнали на бабушку посмотрим. Слегка побитую молью. Пока мы идем к Чернобурке, слегка побитой молью, вам вопрос. Знаете, почему не бабушка, а Бабуся. бабуся? Кто знает, ставит лайк. Кто не знает, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Но ратушки глухо звенят. Не прикольно. Ну, железные вот это Выбирай. вот звенят. Нет, Такие. не верю. Вот. Вечера с тобой. С вентиляторами. Да. 900 бат. Между Хиньяй и Хиньян здесь можно покупаться, но девочкам нужно быть аккуратным. Поверье гласит, что только искупнулся, уже беременный. А так, по мнению тайских коллег, выглядит бабушка, точнее, одна из ее частей. Вот получается одна ляшечка, другая ляшечка, Да ладно. дырочка. А я думала, вот да, вот бабуся. Вот ради таких фоточек сюда и приезжаю. Запланируйте обязательно достаточно много времени для посещения этого объекта. Где-то минут 7, я думаю, будет достаточно. Можно, в принципе, никуда не ходить. Подойти вот здесь к стенду и близко сфотографировать. И тут во всей красе. Мне вот такое срочно надо мороженое. Еще одна достопримечательность. Рис накручивают. Такое как желе. How much one? This one 75 baht. 75 baht. Yeah, half piece. Here caramel. Caramel, same but The but same? different. Only color? Yeah. Вот, молодец какой, открывает без проблем. Главное дать попробовать. Thank you, thank you. Либо с кунжутом получается, либо чистый. Здесь микс. Прикольно. Вот что значит красивая подача. Это половина успеха. Посмотрите, какая красота. Тут цветов и украшений больше, чем мороженого. 100%.
Сколько стоит? Но красивые фоточки в Инстаграм стоят гораздо дороже. Так что welcome в аккаунт Милы. Пока сюда дело, Мила нарыла уже тут рядом прикольное местечко. Смотрим, никаких проблем. Без шорт, Боб Марли кафе. Даже подушка разноцветная. Чуть не поломала Боб Марли местного. Короче, ребята, избегайте туристических мест. Кроме прикольного вида, здесь, походу, ничего такого интересного. Порции небольшие, опять дурят. Проверяйте счета, потому что в меню одни цены, в счете получаются другие. Ну, короче, так, как-то. What's Силангу? Кто знает, кто может себе позволить устанавливать такие памятники. Вот у нас есть один маркетинговый ход, если получится, вы чуть позже узнаете. Вот такая достопримечательность есть в русском ресторане. Ламай-Бич, друзья. Аборигены, которые здесь живут, считают, что он один из лучших в это время года. Смотрим, что будет дальше.